Всем привет, друзья! Сегодня будет продолжение одного из форматов этого канала, и речь пойдет о просто талантливом актере – Джонни Деппе. В этом выпуске вы узнаете немного о его жизни и становлении в Голливуде, а также о фильмах, где снялся, и как обстоят дела в кино после судейства с его бывшей женой Эмбер Хёрд. Джонни Депп – американский актер, продюсер и музыкант, снимавшийся во многих фильмах и телесериалах, а также появлявшийся в видеоиграх. В подростковые годы Депп играл на гитаре и состоял в группе The Kids. Вести разгульный образ жизни, зарабатывая на выступлениях в ночных клубах, он продолжал до встречи с Николасом Кейджем. Знакомство с известным актером изменило его жизнь и стало первым шагом к актерской карьере. Джонни является обладателем и номинантом многочисленных кинонаград и премий, в том числе и премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль, комедия или мюзикл». Также в послужном списке актера числится и 4 номинации на антипремию «Зеленая малина». В июле 2022 года Джонни Депп продемонстрировал первую часть коллекции своих картин под названием «Друзья и герои», на которых были изображены Боб Дилан, Кит Ричардс, Элизабет Тейлор и Аль Пачино. В марте 2022 года серия картин актера была выставлена в лондонской галерее Castle Fine Art. На продажах своих картин Депп заработал почти $5,5 миллиона. А теперь можно перейти к актерской карьере. Фильмография богата, и в этом выпуске я расскажу вам о фильмах, где снялся Депп. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий, про какого актера или актрису мне сделать ролик подобного формата. Приятного просмотра! «Кошмар на улице Вязов» – дебют для Деппа в кино и первый фильм культовой хоррор-франшизы. 4 подросткам Спрингвуда снится один и тот же кошмарный сон, в котором за ними гонится и пытается убить человек с обожженным лицом в шляпе и с ножами на руках. Когда лучшая подруга старшеклассницы Нэнси умирает во сне ужасной смертью, девушка понимает, что до нее добрался тот жуткий тип, и он на этом не остановится. Пытаясь выяснить, как ему противостоять, Нэнси всеми силами старается не спать. Частный курорт. 2 молодых и веселых парня попадают в роскошный отель на побережье, где стараются оттянуться по полной программе. К сожалению, местный вор и гостиничный детектив все время мешают ребятам заниматься их любимым видом спорта – здоровым сексом. Эдвард Руки-ножницы. Старый и одинокий ученый создал человеческое существо, но не успел доделать его до конца и умер. У сотворенного им молодого человека не хватает рук, вместо них у него нечто вроде ножниц, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина-камевояжер и берет к себе жить. Что гложет Гилберта Грейпа? Гилберт Грейп живет в штате Айова в крошечном городке с населением в 1000 жителей. У него 2 сестры, слабоумный брат и толстуха-мать. Гилберт тянет лямку в магазине и крутит роман с замужней дамой. Но все меняется, когда в городок приезжает красивая молодая женщина по имени Бекки. Эд Вуд. Фильм рассказывает истинную историю о странной и пестрой жизни самой одиозной фигуры американского кино – Эда Вуда, признанного худшим режиссером за всю историю Голливуда. Мертвец. После смерти родителей молодой счетовод Уильям Блейк в надежде найти работу приезжает на Дикий Запад, где по злой воле случая за его голову назначается награда в $500. Раненого в грудь возле сердца его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Он принял этого юношу в очках за поэта Уильяма Блейка, чьи стихи запали в сердце дикаря, и стал его ангелом-хранителем. Донни Браско. Агент ФБР Джо Пистоне получает новое задание – внедриться в одну из преступных группировок Бруклина с целью получения полноценной информации о деятельности гангстерских банд. Он должен забыть свое настоящее имя, порвать со всеми друзьями и родными, так как теперь он Донни Браско. Его лучшим другом становится стареющий мафиози, нуждающийся в молодом напарнике. Он верит в Донни и поручает ему самые ответственные дела. Страх и ненависть в Лас-Вегасе. 2 приятеля отправляются в Лас-Вегас. Спортивный обозреватель Рауль Дюк едет осветить знаменитую гонку Минт-400. Его спутника зовут доктор Гонза, и он адвокат. Обзор Минт-400 из-за непогоды и отсутствия интереса у рецензента оборачивается полным провалом, поэтому Дюк и Гонза отправляются в казино. Сонная лощина. Икабода Крейна, молодого констебля, отправляют в местечко Сонная лощина для расследования загадочных убийств.
Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы. Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крейну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. Человек, который плакал. Обстоятельства разлучают семью из далекой российской глубинки. Отец в поисках заработка эмигрирует в Америку, а малолетняя дочь, пытаясь найти его следы, волею судьбы вскоре оказывается в христианском приюте в Англии. Здесь она получает новое имя Сьюзи и билет в новую жизнь, учится петь и забывает родной язык. Из ада. Он – воплощение тьмы и ужаса. Он погрузил Англию в атмосферу страха и породил массу слухов и домыслов. Убивая, он совершает чудовищный ритуал. Его прозвище – Джек-потрошитель. Поймать его пытается инспектор Фред Эберлайн. С помощью опиума он усиливает свой природный дар ясновидения и приходит к выводу, что дело Джека-потрошителя – часть злодейского заговора, в который замешан орден масонов, выполняющий в свою очередь волю королевского дома. Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины. Жизнь харизматичного капитана Джека Воробья, полная увлекательных приключений, резко меняется, когда его заклятый враг капитан Барбосса похищает корабль Джека «Черную жемчужину», а затем нападает на Порт-Роял и крадет прекрасную дочь губернатора Элизабет Свон. Друг детства Элизабет, Уилл Тернер, вместе с Джеком возглавляет спасательную экспедицию на самом быстром корабле Британии, чтобы вызволить девушку и заодно отобрать у злодея черную жемчужину. Тайное око. Писатель Морт Рейни живет в доме на берегу. Еще недавно у него была жена и карьера писателя. Сейчас с женой он встречается только для того, чтобы в очередной раз отказаться подписать документы о разводе. С творчеством у Морта тоже не очень гладко. Он начинает писать и тут же стирает написанное. Все дни напролет Морт только спит или смотрит на экран компьютера. Но в этой его размеренной, тоскливой жизни появляется странный человек в черной шляпе. Назвавшись кокни-шутером, он обвиняет Рейни в плагиате. Чарли и шоколадная фабрика. Мальчик получает пропуск в загадочный рай для сладкоежек. Ослепительная сказка Тима Бертона о ценности семьи. Какие чудеса ждут вас на фабрике Вилли Вонки? Только представьте, травяные луга из сладкого мятного сахара в шоколадной комнате. Можно проплыть по шоколадной реке на розовой сахарной лодке или поставить эксперименты в комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают. Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца. Вновь оказавшись в реальном мире, лихой капитан Джек Воробей неожиданно узнает, что является должником легендарного капитана летучего голландца Дэйви Джонса. Джек должен в кратчайшие сроки решить эту проблему, иначе ему грозит вечное проклятие и рабское существование после смерти. Вдобавок ко всему, срывается свадьба Уилла Тернера и Элизабет Свон, которые вынуждены составить Джеку компанию в его злоключениях. Пираты Карибского моря. На краю света. Новые приключения Джека Воробья и его друзей Уилла Тернера и Элизабет Свон. На этот раз Уиллу и Элизабет придется объединиться с самим капитаном Барбоссой для того, чтобы отправиться на край света и спасти своего друга, Джека. Ситуация осложняется тем, что Элизабет попадает к сингапурским пиратам. Джонни Ди. Дерзкие нападения сделали Джонни Диллинджера героем всех угнетенных и главной мишенью для лучшего агента Мелвина Первиса и директора бюро расследований Джона Эдгара Гувера. Никто не мог остановить банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла его удержать. В то время как приключения лихой банды, которые примкнули малыш Нельсон и Элвис Карпис, вдохновляют обозленных граждан, Гувер решает воспользоваться случаем и превратить бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны – ФБР. Турист. Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Израненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей. Алиса в стране чудес. Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает неожиданный оборот. Алисе делает предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка убегает и идет за кроликом, замеченным ею на лужайке. Кролик как кролик, вот только он все время смотрит на карманные часы. Алиса гонится за белым кроликом через весь луг и видит, как он исчезает в кроличьей норе. Затем неожиданно Алиса падает туда сама,
летит вниз по странному сказочному тоннелю и приземляется в круглом зале со множеством дверей. Там ее ждет целый парад колоритных персонажей. Хвастливая Соня, сумасшедший шляпник, глумливый чеширский кот, накурившаяся кальяном гусеница по имени Абиссалом, жутковатая белая королева и ее злобная сестра, королева червей, вздорная и раздражительная правительница подземной страны. Пираты Карибского моря на странных берегах. Капитану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной из своего прошлого, Анжеликой. Она вынуждает его взойти на корабль «Месть королевы Анны», которым управляет коварный злодей Черная Борода. И теперь Джек не знает, кого бояться больше – ужасного злодея или же своей давней подруги. Одинокий рейнджер. История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Тонта стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Тонта с юмором повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Черная месса. Картина расскажет об Уайте Балджере, знаменитом бостонском гангстере, который 16 лет находился в бегах и был арестован в июне 2011 года в Санта-Монике. Балджер, которому уже за 80, обвинялся в рэкете, был замешан в 19 убийствах и в то же время работал информатором на ФБР. Чтобы не попасть за решетку, он исчез в 1995 году и 16 лет успешно скрывался от правосудия. Убийство в Восточном экспрессе. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю 13 пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. И только сыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар. Фантастические твари и где они обитают. Поиск и изучение необычайных волшебных существ приводит магозоолога Ньюта Саламандера в Нью-Йорк. Скорее всего, он отбыл бы на поезде дальше, если бы не анимак по имени Якоб, оставленный в неположенном месте магический чемодан и побег из него фантастических животных Ньюта. Во все тяжкое. Профессор колледжа решает жить на полную катушку после того, как ему ставят серьезный диагноз. Отныне все запреты сняты, а тайные желания могут наконец осуществиться. Также у Деппа были фильмы и с плохим рейтингом, которые вы, может быть, видели. Это «Чем дальше в лес», «Превосходство», «Мордекай» и «Город лжи». Джонни не только получал главные роли в кино, но и снимался в камео, например, в фильмах «Человек-Кан» 1996 года и «Такие разные близнецы». Там он сыграл самого себя. И еще неожиданное появление. Одно из таких – фильм «Мачо и ботан». Черт с вами! Том Хэнсон, УБН! Мордой вниз! Офигел! Живо! Блин! Даг Пенхел, УБН, вы арестованы. Доминго, скажи им всем бросить оружие. Опустите. Закрыли пасть! Вы запороли 5-летнюю операцию. Мы же не знали, братан, ты потрясающий актер. Ты на свадьбе моей сестры играл на саксе. Не хнычь, я и трахал ее. После победы в суде актер вернулся в актерскую карьеру и на данный момент уже отснялся в предстоящей картине Жанна Дюбари. Джонни воплотил образ Людовика XV. На этом заканчивается этот ролик. Он получился информативным, надеюсь, интересным. Дай знать об этом в комментариях. Пишите ваш любимый фильм с участием Джонни и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Еще увидимся!